Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро, потому что посмотрел статистику, что если подписчиков почти 400, то аудитория месячная больше 10 тысяч и просмотров там, почти 30 тысяч. То есть за последние 2 суток там почти 6 тысяч просмотров. Что это для меня говорит? То, что много людей впервые приходят, и приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды, сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли, и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за full-stack разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт, то есть вы можете, все, то есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю.
Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы продолжаем мобильную разработку, и если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги, так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Доброго времени суток. Продолжаем мобильную разработку, и мы на стадии, пробуем опубликовать. Потихоньку заполняем все нужные этапы. Так, имя приложения. Давайте глянем, как вообще публикуют это все. Google Play Market, или как он там называется.
Так, это игры. Давайте зайдем в приложения. Приложения. Ну да, для телефона. Нам подходит именно для телефона. Давайте зайдем, допустим, я не знаю. Давайте глянем Google Chrome. То есть название идет Google Chrome. И оно не сильно длинное. Здесь идут скриншоты с каким-то пояснением. То есть здесь идет реклама, и здесь идет скриншот. Автозаполнение, Translate, Organize. Так, ну, может быть, это сам Google себе так позволяет, что у нас TikTok. Да, тут тоже идут скриншоты вместе с какой-то рекламой. То есть вверху идет какая-то реклама, пояснение. Be the first in Discover. Хорошо. А что у нас? Canva как рекламируется тоже. Вместо скриншотов приложения здесь идет какая-то рекламная инфографика того, что находится внутри. Это явно не какие-то скриншоты. И здесь они сделали действительно по полной используют скриншоты для таблет. И это тоже такие вот рекламные площадки. Ну, для начала мы давайте как-то опубликуем, как-то оттестируем, а потом уже будем двигаться в совершенстве, развиваться. И будем делать вот такие вот правильные концепты. Да, ну, Figma молодцы. Figma прямо по полной использует это все. А здесь есть списки. Я не понимаю. Тут вроде бы как троеточие, где-то тут должно щелкаться. Это вообще по правилам запрещено. Номер 1 топ. Откуда это подтянулось и что это такое? Давайте глянем. Что это вообще за параметр? Откуда он тянется? Так. Data, IDOM класс. Я не понимаю, откуда она тянется. И что это такое? Я думал, может быть, в metadata тут что-нибудь. JSName класс VF PKD. Неинформативно. Что-то роботизированное. Ну ладно. Ого, такой крутой рейтинг. Солидно, солидно. Что дальше? Хочу публиковать приложение. Он находится уже в правильной папке проекта, и я думаю, что он связан с, может быть, вот этой вот вкладкой, но может быть и нет. Такое название меня вполне устраивает, то есть оно связывается сразу с сайтом, где это можно. Описание есть, полное описание. Там как-то было по-хитрому описание, что на нескольких языках. Здесь 8 из 8. Кто-то делает вот не рекламные какие-то, а действительно скриншоты.
Окей, Pinterest это все-таки какие-то скриншоты, хотя первое это явно не скриншот. Что там Кими? Так, а тут как-то много места здесь, и оно как-то занято. То есть здесь эмблемка такая маленькая. А здесь прямо что-то большое. То есть это подтягивается видео в случае, если есть видео. Это начало видео, поэтому оно большое и здесь. Хорошо. Это мы поняли. Здесь действительно идут и скриншоты. Первое это как вот рекламные скриншоты и какие-то пояснялки. И еще, допустим, приближение, микро-макро клоузап, да, из этих текстов скриншотов. То есть так вот чуть-чуть. Как-то больше 8. Да, я думаю, они тоже, вот это вот было мобильное приложение, вот это вот, наверное, планшет. Тут тоже какое-то такое вот короткое описание, я не понимаю, куда тыкнуть, чтобы оно раскрылось. Наверное, надо сюда тыкнуть, и тогда здесь будет полное описание. Да, для меня непривычно, то есть обычно здесь в конце еще, да, и тыкать какую-то штуку. Так, клауды как рекламируются. Скриншоты тут есть. Скриншотов 8 только на мобилку. И видно только самое начало, можно сказать, да? Сколько здесь символов видно. Здесь видно 399 символов. Но тут даже дело не в символах, а, наверное, в количестве строк, которые помещаются, потому что здесь пустое место, здесь пустое место, здесь, наверное, их как-то можно там дозаполнить. Perplexity как. Да, здесь получается видео, и видео, если прямо на него кликнуть, оно не реагирует, а трейлер, вот тут вот можно нажать, больше 100 миллионов. Солидно, больше 100 миллионов. А сколько у Антропика? 10 миллионов. Perplexity более популярный, чем Антропик. Вот это поворот. Хотя это может быть приложение, не знаю, как они так смогли сделать. Очень даже интересно. Номер 3, Growing Productivity. Ага, то есть это может быть сам Google добавляет. Значит, здесь сколько загрузок? Версия. Соответствие мобильного телефона приложению 10 миллионов. А здесь сколько? 100 миллионов или что? Где вообще тут описание? У Perplexity есть Data Safety, See Details. Они... Ох, тут спрятано. Везде по-разному. Да, более 100 миллионов загрузок. 8 Android и выше. А здесь у нас...
8 Android и выше. То есть, наверное, это такой вот стандарт, что начиная от 8 Android идет поддержка. Так, ну ладно, посмотрели примеры, и давайте глянем, что у нас дальше надо по плану. Понял, собираю все, уже закрыто, можно закрыть в консоль, я это могу сделать с тобой. Да, заполнить листинг, настоящие блокеры не закрываются в браузере. Подписанный Production AB, тест аккаунт ревьюера с уже верифицированным имейлом, разрешение по package name, решение по package name или com I was kidnapped. Да, вот это вот важно. Как сделать? Да, пожалуйста. Пусть будет. Ну и давайте еще сделаем с capital letters, чтобы облегчить читание, читаемость. И давайте запустим это для начала. Ну и дождемся, давайте, это делается где-то в браузере или это делается в... Так, он взял под управление новый браузер. В старом его нету, так что здесь просто закрываем и смотрим, что здесь. Так, что у нас еще там не сделанного, пока он здесь пытается делать? Пока он здесь пытается делать... Ни одного бандла, значит, А, Б все еще ни разу не заливали, package не залочен, менять можно свободно, и новую запись приложения создавать не придется. Первый загруженный abs.com I was kidnapped app привяжется к этой же записи. Теперь по делу package меняется не в консоль, а в коде. Нашел в 17 файлах. Тогда стоп. Если это у нас написано в коде, то тогда нам нужно заходить через наш Linux. И там уже запускать все. CD меня. Клауды. Запускаем в Ubuntu наш клауды. И здесь просим показать все MD файлы. Ну, я там с опечаткой, все равно это не жесткое, просто ему сказать, что я хочу, чтобы он глянул. Так, и он почитает вот это вот все. И вместо «хочу, чтобы было» I was kidnapped.com.
Можно ли так? А вначале мы там договариваемся, что он как сотрудник и согласовывает архитектуру, поэтому я надеюсь, что он мне по-быстрому сейчас ответит да, нет, нет. А значит, если это работает в критический путь, консоль, листинг, декларации могу сделать сейчас, клиент подписанный ABB, owner backend и upload. Отдельный риск по текущей иконке. Так, подписанный, продакшн, тест аккаунт ревьюера. Ну, проверь, если у нас есть номер DUNS, то можно без. Пусть подумает над этим вопросом. А здесь хороший вопрос, но тут надо притормозить. В нем смешаны две разные вещи. И буквальный ответ сделать application ID iOS-kidnapped.com. Технически плохая идея. Дай проверю фактическое состояние, чтобы спорить предметно, а не по памяти. Ну да. Давай, это важно. А его важно запустить, чтобы он шел уже там, 30, 40, 50 минут будет, наверное, делать. Не меньше 15 минут из-за того, что так выписал процедуры, что там куча проверок. Разобрался коротко то, что видит пользователь уже iOS-kidnapped.com, а com меня app это не бренд, это технический идентификатор пакета, и делать его буквально iOS-kidnapped.com нельзя, не нужно. Давай разложу. Тут две разные сущности, которые легко перепутать. Display name, expo name. Имя на домашнем экране и в сторе. iOS-kidnapped.com уже так. Видит юзер, да. Application ID, bundle ID. Техническая идентичность приложения. Reverse DNS. Com меня app. Нет, кроме URL store. Значит, URL тоже виден. То есть бренд iOS-kidnap на телефоне уже стоит. Com меня app — это внутренний ID, который юзер по сути не встречает. Если в get запросе есть, то почему буквально iOS-kidnap.com как пакет плохо? Это перевернутый формат. Пакет — это reverse DNS. Бренд первым com, потом домен. Правильная форма не iOS-kidnapped.com, а com iOS-kidnapped app. iOS-kidnapped.com ставится TLD последним против конвенции, и часть тулинга PlayGrade такое не любит. Заглавные буквы в application Google Play не приветствуют. Де-факто все lowercase. Смысла 0, это невидимый ID, бренд уже the display name, менять технический ID, чтобы был бренд, не покуп... Так, я что, не выключил звук? Сейчас я выключу. Выключил звук, прошу прощения. Так. Главное, почему я не бегу это делать, это необратимое решение, завязанное на внешний сервис, а такое я по нашим правилам без твоего слова не трогаю. Два факта из репо. В Docs это вопрос уже открыт. Командой bundle ID уже com меня app менять на com iOS-kidnapped app. Bundle ID нельзя поменять после application в Play, лучше решить до. Поэтому, да, конечно, и хочу. Так, это что у нас происходит? Ага, это у меня идет автоматическая публикация. Вот так вот. Руки вот, и публикация ушла. Вот автоматизация. Что сказать? Приятно. Вот и робот отключился. Давайте проверим, действительно ли публикация ушла. Да, ушла. Вроде бы на сегодня. И давайте проверим, что это... это инкогнито.
Хорошо. В Doc Publishing README приложение уже создано в Play.com с меня App ID, декларации приняты, листинг сохранен. Нет, не создано. Да, меняй на com I was kidnapped app. Подписок, fallback, smoke, моки. Запись Play Console. Да, погнали. Ну, то есть это будет делаться такая вот мелочь, видите, она цепляет кучу изменений. I was kid. С меня переименовываем на правильное название, чтобы в URL была правильная строка. Ну то есть в конце, в начале он меня отговаривал, а говорит менять. Имеет смысл. Ну, короче, большое полотно в начале, и в конце говорит, да, ты прав. Хорошо, он, слышу, уже загружает процессор. Ноутбук начал взлетать. Что у нас здесь? Подтверждаю на странице All App Bundles, пусто. Так, хороший вопрос, но это два разных... Ответь коротко. Ответь коротко. Нет, Duns не отменяет ревью аккаунт. Duns убирает только 20 тестеров 14 дней. Логин приложения все равно требует отдельный тест-аккаунт с верифицированным email, живой бэкэнд, источник. Если это часть разработки, смена названия на com I was kidnapped.app, поручил разрабу. Давай поговорим про залитие приложения. Я его заливаю. Что дальше? Обязан ли я его как-то тестировать? Могу ли я сам его тестировать? Отлично, два важных уточнения приняты. Приложение в Play консоли еще не создано. Окно открыто, менять пакет безопасно. Это значит, что Docs Publishing README врет. Там написано создано, поправлю как рассинхрон доки. Решение com меня app, com I was kidnapped app. Принято, делаю, завяжу Work 3. Work 3 готов, но он должен был вначале создать ТЗ. Не вижу, что ты вначале создал согласованное ТЗ. Сделай до разработки. Защита от краша. У меня случается ноут крашится, поэтому вот такой вот пункт есть. Надеюсь, он будет слушать это все.
шаблоны, tz-дока. Ну окей, мы вроде бы ему сказали. Дальше пусть занимается. Понял, пэкэдж поручил разработчику. Ок, это правда, часть разработки сборки. Про заливку и тестирование коротко. Обязан ли тестировать? Нет, у тебя орг аккаунта Duns Pass B. Требование 20 тестеров 14 дней не применяется. Так что он мне до этого говорил, что можешь заливать АБ сразу в продакшн и подать на ревью без обязательного этапа тестирования. Ура! Мной рекомендуется хотя бы один прогон internal testing, особенно чтобы проверить покупку Pro, Play Billing, Revenue Card, сервер на реальном устройстве до публичного релиза. А можешь ли тестировать сам? Да, через трек internal testing. Ну, я думаю, да, я хочу это сделать. Просто я тестировал на старом устройстве, я уже тестирую сразу и на старом, и попытаюсь как-то установить на новый. Заливаешь А, Б в internal testing, добавляешь свой email в список тестеров до 100 человек, получаешь opt-in ссылку, открываешь на телефоне, ставишь приложение через Google Play. Да, вот я хочу через Google Play уже поставить настоящая установка, как у юзера. Гоняешь сценарий, регистрация, verify, email, контакты, паник. Если есть покупка Pro, можно быстро internal app, sharing, заливаешь А, Б, получаешь ссылку на устройство без формальности, а путь целиком, send to review. Хочешь, распишу? Хочу, что нужно сделать, чтобы пройти это тестирование через установку, через тавтология, простите, пожалуйста, через Google Play. Что у нас здесь? Активненько что-то происходит. Ну да, меняется все. Отлично. Потому что меня это все-таки по-русски, а I was kidnapped это все-таки на английском. Если первая страна, где хочется запуститься, это США, то соответственно на английском это логично. Вот пошагово делится на что в консоль и что на телефоне. Предусловие. Подписаны АБ от разраба. Твой Google аккаунт, который телефон залогинен в Play Store, его добавляешь как тестера, желательно живой бэкэнд. Play Store тест, релиз, тестинг. Важный internal тестинг не проходит ревью Google. Установка доступна через несколько минут после rollout. Когда разраб отдаст. Меня бесит. То есть он что-то отвечает такое, что я не понимаю. Так. Я не понимаю, ты мне написал какой-то план, как будто бы я хотел от тебя план услышать. Мне необходимо понимать, какие следующие действия ты можешь конкретно взять и натыкать. И что нужно от разработчика. То есть, что нам необходимо, что ты можешь сделать прямо сейчас, пока еще А, Б не готов, и мы можем делать только АПКшки, накатывать их на устройство. То есть, что ты можешь сделать предварительно в консоли. В консоли Google Play консоли. Тут накатываются тесты. Нет, еще дописывается документация.
Давайте пока проверим вообще, есть ли у нас публикация, которая запланирована. Да, вот есть. Upcoming. 8 часов 38 минут. Ну, окей, значит, вручную как-то поставил. Что там за странная штука? Я не помню такого. Там что такое, что-то было? А, это вообще в опере. Все, я понял. Это просто рекламное. Я думаю, я такого не снимал. Неправда. Хорошо, ладно. Могу сделать сейчас, а B не нужен. App Content, декларация policy App Content закрывает 7 из 11 задач. Ads no, Content Rating, анкета IARC, Target Audience 18+, News no, Government Financial Health no, Data Safety готовые. Ответы есть, runbook.com, privacy URL уже есть, pricing, distribution, fee, страны только США. Free? А почему free? Делай. По-моему, там какая-то $5. Мы делали исследование в предыдущем, и я помню, что там установка. Ну, давайте надиктуем. Это неправильная информация, что это только free установка. Ну, установка, да, она free. И можно бесплатно использовать приложение, это тоже правда. Но также есть Pro-версия, где за $5 люди имеют возможность доступа к Pro-версии. То есть вот эта вот Pro-версия, это $5 в месяц по подписке. Делай. Так, у него там все что-то черное, оно не рендерится. Бывает такое, что когда физически я не нахожусь здесь, то ему как роботу перестает показывать контент. То есть отрисовка началась только когда я уже зашел. Так, ну давайте поотвечаем там на вопросы, может что-то. Store listing, категория tools, теги, контактный email, залить future график и скриншоты, когда будут файлы. Так уже это все есть. App Access, выставить Restricted, вписать структуру инструкции для ревьюера. Сами креды добавим позже. Так уже есть. Проверь. Что у нас еще? Зачем, если мы заливаем для индивидуально моего теста? Так, что там еще? Что так расходует? Что так у меня компьютер взлетает? Что там так? CPU, GPU. Вроде бы особо ничего. Не взлетает так жестко. Не знаю.
Что могу сделать с текущим APK? Не в консоль поставить APK на M21 и наснимать реальные скриншоты? Нет, уже сделано. В PlayTrack Internal Testing APK нельзя лить, только AAB, поэтому APK сейчас годится лишь для скриншотов. Нужно от разработчика, без этого к публикации не двинуться. Подписанный AAB. Как получить подпись? Что нужно сделать? Это нужен АБ, чтобы его подписать в Play Market, или нужно подпись отдать разрабу. Так, выясняем такие вот технические моменты. Давайте глянем, что он там делает. Потому что мне не до конца это понятно. Что-то вообще делает? Вроде что-то делает. ADS, no, сохранено. А что рекламы нет, да? Возвращаемся к списку, иду дальше по декларации. Ну да, то есть здесь я не хочу никакой рекламы. Это не то приложение, где должна быть реклама. Ну, в общем, у него очередь задач есть. Можно перейти к важно, я перестраховался и забэкграундил дважды. Run in background, no hop, поэтому exit 0 относится к лаунчеру, а не к test all. Сам прогон, судя по логу, еще идет. Остановился на 7 TSC, проверяя, жив ли процессор и растет ли лог. Test all жив, идет. Сейчас фаза клиентского jest. Вижу поток pass, включая app-config, background location, test.ts, двойной background, сбил уведомления, ставлю корректные ожидания, завершение по событию, phone watchdog, которое разбудит меня на финале. Жду завершения по событию. Commit, PR, merge. Окей, то есть он... на 10 минут заснул. Точно ли это? Проверь, может, уже. Во всяком случае, он в автономии, он бы проверил и дожал бы до результата. То есть автономная работа нами уже создана, все хорошо. Так. Что у нас здесь? Пока вот эти вот все висят непрочитанными, то у меня очень узкое окно, где я могу посмотреть, что он делает. На Health форме среди категорий есть Emergency and First Aid. Тут нужна аккуратность. Нет, ну, конечно, нет. Мы никак с этим не связаны. Не медицины, да, точно нет. И категория в листинге Tool. По ранбук ответ Health, no, да. Дошел до места, где честно нужен чекпоинт, картинка по декларации оказалась не такой, как в плане. Закрою 7 из 11. Вот факт. Заблокировано. Sign in details up. Access приложение
логином, нужны рабочие тест креды, живой бэкэнд, заполнить нечем. Почему ты так считаешь? Вроде же все есть. Ну, бэкэнд у нас рабочий, живой. Что значит нечем заполнить? Target Audience. Консоль прямо требует сначала завершить Assign in Details, блокируется тем же. Нужно твое решение. Bounding декларация. Health Up, списки Emergency and First Aid. Наше приложение, конечно, нет. Так, готово добавить прямо сейчас. По канон ответам из Runbook жду твое. Давай, контент, рейтинг, анкета. Нужен контактный email. Поставлю support iwaskidnapped.com. Давайте глянем там, что у нас вообще добавлено. Уже созданное работает. Я думаю, проще проверить у нас через отдельного еще одного CD меня. Клауды. LSMD. Переименуем его в какие имейлы принимаем. Какие имейлы мы сейчас принимаем от пользователей, на какой они могут послать, чтобы мы приняли. Ну, такой вопрос-ответ. Ну, еще на стороне Gmail я гляну. Это моменты, которые быстро я гляну и самостоятельно. Я прошу прощения за это. Так, здесь у нас это Play консоль, а где из приложения принимаются. Так. I was kidnapped. И здесь у нас что? Validation. Это для отправки. Support. Есть какой-то еще support. Support iwaskidnapped.com. То есть было отправлено тестовое сообщение и дошло на support iwaskidnapped.com. И здесь мы принимаем ровно один тип входящих писем. Это ответ. Проверь, не гадай. Если не знаешь, дай ТЗ браузерному, чтобы он проверил. Да, support I was kidnapped. Да, это подходящий email. Что он еще там написал? Financial features no.
Скажи health, ничего не выбираем, ок, гнать дальше, контент рейтинг, дата сейфти, ножки по канону. Не понимаю. Так, где тут у нас? И тогда останутся только два настоящих блокера к публикации, подписаны АБ и Review Account Backend. Разберу по пунктам. Часть отвечу. Store Listing. Проверяю в браузере. Pricing. Принял поправку. Установка free плюс $5 в месяц по подписке. Тонкость в консоль. Приложение все равно остается free. Подписка не делает его платным, а Pro заводская отдельно в Monetize Production Subscription. Там есть жесткое правило. Product ID должен побитово совпадать с Revenue Card. В доках заложено Pro Monthly $4.99 в месяц, поэтому создавать подписку наугад нельзя. ID надо согласовать с тем, кто написал Revenue Card. Распределение страны США я выставить могу. App Access. Ты прав, для internal testing твой личный тест. App Access не нужен. Internal Track не... Ну, видите, вот фигню пишет. Опять там обманул. Ну или давайте вот так вот сделаем, чтобы было понятно, что это меня обманывал Клауде. Так, подписать АБ главное, подписывает разработчик сборка, не Play консоль, схема разраб генерит upload ключ Key Store, подписывает им АБ через EAS. Это одной командой, EAS Build P, Android, Profile Production, EAS сам хранит, создает upload. Непонятно. Откуда у него ключ для подписания? Play Market сам ничего не подписывает за тебя. При первой загрузке включается Play App Sign-in. Google берет на хранение App Sign-in Key и переподписывает им финальный APK для пользователей. Твой upload ключ только чтобы доказать Google, что загрузка от тебя. По-моему, опять фигню ответил. Ты написал много текста, но факт мне так и не ответил. Откуда берется ключ, которым подписывает разработчик? То есть это ж осталось непонятно. Ответь коротко, до 30 слов. Тут просто не нам там рисуют, издеваются над нами. Знает, что мы не такие быстрые, как он. Так, а почему тут черные экраны? Он не может отрендерить без меня, да? Да, ему не показывает. Так, ну тогда придется, наверное, мне это переместить на второй экран, чтобы оно было прямо на весь экран. И первым. И нажать F11, чтобы он больше мог всего видеть. Разраб сам генерирует ключ командой keytool или EAS Credential EAS Build. Это просто файл KeyStore, который создает локально в EAS, а ниоткуда не берет, его создает с нуля и хранит. Но Google как-то потом берет и проверяет, что это действительно я, сравнивая ключ. Тогда как этот ключ попадает к Гуглу, чтобы он понял, что это я подписал этим ключом? Потому что пара ключей, они всегда сравниваются на предмет идентичности. И ты этот вопрос вообще никак не рассмотрел и не рассказал мне.
Что у нас здесь? Вроде бы все нормально. Реальный end-to-end, главная проверка. С любого внешнего ящика отправить письмо. Но я вроде бы уже отправлял, и все доходит. В общем, он предпочел сделать... значит, это на стороне сервака все делается, а не на стороне... Ну, окей, хорошо. Переходим сюда. Этот только локальный проходит искусственного интеллекта ревьюера. Ну, окей. Ключевой момент — пара асимметричная. Приватный ключ остается у разрабок. Google уходит только публичный сертификат, и он зашит внутрь самого подписанного ААБ. Как Google понимает, что этот и разраб подписывает ААБ приватным ключом, подпись плюс публичный сертификат кладутся внутрь файла ААБ. Первая загрузка: Google извлекает этот публичный сертификат из ААБ и запоминает его как твой uploaded сертификат. Его отпечаток SHA 256. Каждая следующая загрузка Google проверяет подпись ААБ публичным ключом. Окей. Давайте этого переименуем ААБ плюс подпись. А что тебе нужно для того, чтобы создать ААБ и плюс его подписать для Google Play Store? Или Market, как он там? Продолжай в браузере. На втором экране я просто открыл. И это на главном экране. Так что я думаю, все должно у него получаться. Ну, я заодно как раз буду все видеть. Да, третьего экрана не хватает. А его как робота блочат, если у него нет отдельного экрана, где это на первом фронте. Вот, уже не пустые, видите, выше у него там были пустые такие скриншоты, он ничего не видел. Здесь уже все отрисовано, и он может шевелиться и дальше делать. Так, давайте пройдем сюда. В общем, разработка шевелится, идет своим чередом, и браузерный у нас идет, заполняет все внутри. Ну, хотя, может быть, вам будет интересно, что он заполняет, потому что это тоже опыт и практика для вас. И, может быть, наоборот, сюда интереснее смотреть, а напротив клауды я перемещу на второй экран. Так. Ну да, так вам будет приятнее, что здесь заполняется и как. И я буду проверять, правильно ли он все делает. Я бы отметил, наверное, все другое. Да, он так и сделал. Email категория All Other Apps Terms. Отмечено, жму Next, анкета. Содержит ли какие-то штуки типа секса, насилия или язык? Я думаю, нет.
Но он отмечает нет. А могут ли юзеры делиться контентом? Нет. Ну, это все клауды, да, там делает. И здесь появляются такие completed. Онлайн-контент. Ну, нет. Скорее нет, чем да. Promotion or sale of age-restricted production at archives. Тут непонятно, что это такое. Ага. Ну, нет. Значит, нет. Цифровые товары нет. App includes cash. Ну, нет. Никаких подарочных сертификатов не делаем. User content and prices physical location with other users. Нет, их физическая локация с другими не делится. Тут, получается, после каждого ответа могут появляться дополнительные подпункты. Покупка цифровых товаров. Про подписка — это цифровые товары. Подписка — это цифровой товар. Ты уверен? Я бы так не считал. То есть цифровые товары — это там, я не знаю, товар какой-то, это услуга. Это не товар, это услуга. Ну, то есть там какие-то игры там. Да, уверен, под Digital Goods в IRC Google понимает любые покупки цифрового контента внутри приложения, включая подписки. Это не только разовые предметы, а Play Billing трактует подписку и разовую покупку одинаково, как in-app purchase цифрового контента. Про подписка разблокирующая функция — это покупка цифрового товара. Окей. Практический эффект ответа yes. Приложению просто добавится descriptor in-app purchases. Ну да. Content in-app purchases, возрастной рейтинг это не поднимает. И это правдиво. Приложение реально продает Pro. Так что yes корректно оставляю. Если мы запускаем нет. А Pro будет сейчас на форуме. Провери Google, понимает под Digital Goods в этом вопросе, входит ли туда подписка услуги, гляну официальное определение. Проверил по официальному источнику, и тут важный нюанс по терминологии Google. Подписка считается Digital Purchase, Digital Goods, даже если по сути это услуга. Дословно Digital Purchase, a purchase for digital goods completed directly from within the app. Непонятно. То есть я бы прочитал это все-таки как прямо относит in-app digital purchases, в том числе subscription и upgrade. Ну, ладно. Хорошо, продолжаем. Ок. Двигайся дальше. Ну, видите, хорошо, что я не сам заполнял. ИИшка умнее меня и ответила более правильно на эти вопросы. Я бы подумал, там
какая-то игрушка, там скин какой-то нарядный, там какой-то меч, там какой-то щит, там ничего такого я не продаю, поэтому я бы ответил точно нет. Вот это у меня, хотя делится с другими юзерами, делится не с юзерами другими. Думаю, нет. Ну, то есть, когда делятся с другими, ну, там, мы установили с вами одно и то же приложение, и я имею возможность там нажать и поделиться своей геолокацией, и внутри приложения вы видите мою геолокацию. Вот это я поделился с другими юзерами. Согласен, ты прав, это точнее моего ответа. Опять обманул меня. Важно проверять ишку, важно, они ошибаются. У нас локация уходит экстренным контактом по email, они не юзеры приложения. Это не социальная функция поделиться локацией с другими пользователями, как Snapchat, Map, Live 360. Важно, это не противоречит Data Safety, где Location Share Yes. Там вопрос про передачу данных третьим лицам вообще, а тут про in-app sharing между юзерами, разные вопросы, ответы, разные ответы, оба честные. Меняю на no, да. Next, неактивнее, где-то, видимо, остался неотвеченный вопрос, прокручу самый верх анкеты и проверю все секции. Все секции completed, но next неактивно, похоже, сперва надо нажать старт. Так нет, активен. Сохранено, your changes have been saved. Наверное, только сейчас появилось. Ну да, тут такой интерфейс. Почему рейтинг 14+? Нужно же 18+. Рейтинг автогенерен из честных ответов для нас ок. Наш таргет аудиенс все равно 18+, а контент рейтинг 14+, ниже не конфликтует. Сохраню рейтинг, жму Save. Но если у нас законодательные все положения выписаны под 18+, если кто-то 14+ начнет пользоваться, то это нормально и правильно. Ты путаешь две разные вещи, они не связаны. Контент-рейтинг IARC, то, что мы только что сделали, он считается по фактическому контенту приложения: насилие, секс, мат, азартные игры. У нашего приложения такого контента нет. Авторитеты выдали низко. ESRB, Everyone, PG3, ASK0, IARC3+, бразильский Classified дал 14. У них свой алгоритм строже. Этот рейтинг отражает контент, а не то, кому ты хочешь продавать. Хорошо. Target Audience 18+, отдельная декларация. Вот она и задает только 18+. Возрастная аудитория, исключение из Families, коопа, ограничение распространения, это другой раздел, App Content. Хорошо. Продолжай. Спасибо за пояснение. Так, ну давайте я для спокойствия души отправлю какой-то email сюда.
Так, сейчас отправлю туда email. Допустим, отправлю с этого. Отправить новое письмо. Обновить, что-то глючит. Так, тест. Тест. Отправить. Ну, чтобы понимать, что точно все работает. Видите, не отрисовывается, если я физически не здесь. То же самое у Cloudflare, то есть они делают какие-то защиты от роботов. Рендер черным, но дом есть. Ну, то есть робот все равно сможет... Ну да, финансовые никакие мы не предоставляем. То есть робот все равно читает через дом и может кликать по элементам. Так что, ну... Так, пытаюсь понять, пришло ли письмо, отправленное мне. И сейчас зайду в входящие. Пока письма нету. То есть, может быть... Ну ладно, подожду. Он тут все пока донастроил, пока я там копался. Need attention 5, открываю Data Safety. Давай. Открывай. Так, ААБ. Ну, такое полотно написал. Напиши коротко. Коротко, для подписанного ААБ все готово, кроме ключа подписи. От тебя нужно 3 вещи. Путь сборки Yas Cloud, рекомендую облако, обходит стену VSL, ключ хранит Expo и локальный Gradle Bundle Release. Keystore дать сгенерить через EAS Credentials или прислать готовые GSK плюс пароли. Финальный package name фиксируется навсегда. Сейчас com меня app оставляем или com I was kidnapped app. То есть он хранит, он еще общается между сессиями, это мне нравится. То есть он понимает, что в соседнем терминале мы уже меняем на другое. И здесь нам необходимо довести все до результата. Так, merge прошел, git pull в host main, принес мои файлы, behavior 2 теста, подтверждай состояние, чищу work 3 смерджено. В main work 3 локальная ветка удалены, а сервер не затронут, prod deploy не нужен, remote ветку. Так, граблю писать в память не нужно, она уже там. SDLC, Operation, Gotcha, строки 40-41, любой второй пуш, даже при открытом. Ага, то есть ему вначале там блокнули. И он попытался в ту же ветку залиться, но не получается. Ренеймы, они работают с мертвым пакетом. Читаю и правлю минимальный безопасный свап на новый пакет. Сделано смерджено. Ну, как-то быстро. Я не верю, что 219, а здесь какой был? До этого 219. Это и был 219. А где он тут? Deploy APK
Ага, это он уже после того, как смерджил, поменял скрипт, которым создается АПК-шка сама. Да, хорошо, понятно. Ух ты, я нажал Ctrl-Shift-R, и я думал, что я обновлюсь там, где у меня имейлы приходят, а здесь Ctrl-Shift-R — это поиск по всем штукам, которые были. Escape to cancel, escape to cancel. Проверь название. Или другое. Так, а как из этой штуки выйти? Я здесь. Навигация вверх-вниз работает. Escape and enter to use, escape to cancel. Все, сработало. Так, что еще осталось? L4 по SDLC обязательно для нативно зависимого. Rename меняем. Попутно нашел, надо сказать. Just это не ловит, нужна... делай. Попутно нашел, надо сказать. SDLC врет, утверждает обновление открытого PR идет штатно без синхронайз. На деле рубит второй пуш. Даже при открытом пиаре поймал сегодня, потерял цикл. Обход новой ветки, новый пиар уже в памяти SDLC. Operation Gotcha, доку стоит поправить. Хочешь, заведу. Нужно ли это? Помогает ли это правило, как сейчас нам в разработке? Или нужно ослабить это ограничение в CI? Так, про приложение создано в консоль, ты сказал не создано, но там конкретные данные, app ID, журнал, драфт, я их не стер, пометил устаревшими, сверь, пожалуйста, драфт реально. Давайте поручим это. Вот он. Ответь на вопрос, какой у нас факт. Так, давайте в АБ плюс подпись. Проверил, моя прошлая инфа была устаревшей. По факту в репо сейчас I was kidnapped app и Android и iOS. Package.com. Хорошо, решение зафиксировано. Переименовали. Reverse DNS lowercase. Бренд I was kidnapped.com остается как. Display name, пакет, невидимый юзеру, технический ID, старый ком меня app. Теперь под регресс-сторожем в тестах. Вернуть его нельзя. Хорошо, приложение в Play Console еще не создано. Владелец уточнил, пакет не заморожен. Смена безопасна. Доки прямо требуют создавать приложение в консоль сразу с com I was kidnapped app. Итого финальный пакет уже прописан. Вопрос с названием закрыт для А, Б. От тебя остается только путь сборки. Я не понимаю, что мне делать. Ответь коротко,
что рекомендуешь? Будет около 30 релизов за ближайшие 10 дней. Ну, это чтобы ему контекст был, то есть он будет IaaS предлагать нам, но он онлайн там, допустим, какой-то и платный, и поэтому, исходя из того, что я указал, что 30 релизов в ближайшие 10 дней, возможно, он предложит какие-то локальные варианты, которые, может быть, для него сложнее, но, в принципе, это занимает там тех же каких-то там, я не знаю, 10 минут, там 20 минут, и поэтому это, не критично для нас. Так, я вижу, что накатили новое приложение, АПКшка, накачанное, сделан скриншот. Все по SDLC. И он будет делать тесты круговые. Рекомендую локальный Gradle. Почему для твоего случая? Видите, то есть я, когда ему контекст описываю, то он сразу уже предлагает что-нибудь конкретное, потому что если я обнаружу какие-то ошибки в приложении, то я же сразу буду их править, а после того, как я их правлю, залил, попробовал, и это, много итераций, скорее всего, будет. У тебя уже работает локальная сборка на Windows, build APK, та же оснастка, соберем bundle релиз A, B рядом, без квот и без очереди облака. Вот, видите, IaaS Cloud на бесплатном тарифе, лимитированный, каждая сборка ждет в очереди. На 30 итераций за 10 дней это тормоз. Локально, сколько угодно, быстро, бесплатно. А так бы он посоветовал то, что ему проще, чтобы он не он это делал, а когда я накидал вот этот еще контекст, то он предложил что-нибудь другое. И если ты меня слышишь, это можно выносить в «Что зрители узнают», то есть как накидывать контекст для того, чтобы получать другой ответ от ИИшки. Ключ генерится один раз и переиспользуется для всех 30 сборок. Что от тебя нужно? Один раз 2 пункта. Да, на локальный Gradle, пароль для Keystone, придумай и сохрани его, например, в менеджере паролей, сам файл ключа я сгенерирую по этому паролю. На первой загрузке в Play включаем Play Up. Sign in. Google держит главный ключ, наш только upload. Потеряешь Google, поможет восстановить. Да. Да. Спасибо. Пароль придумай. Положи в env и делай все дальше. Так, принято локальный Gradle. Остался один пункт, пароль для Keystone. Это единственный секрет, который должен остаться у тебя навсегда. 2 варианта выбери. И продублируй его же в скобках пароль в... Где-то мы там создаем все, что он вкидывает из Linux. Понял, генерирую пароль сам, ты потом сохранишь. Начинаю по правилам, завожу Work3, хост, копия, читаю SDLC, раздел про Work3, смотрю, как устроены существующие нативные плагины, чтобы подпись легла в их стиль. Плюс tz в файл до начала по SDLC. Так,
git ignore, env, дальше делаю все сам, завожу Work3 и проверяю, дотягиваюсь ли до Windows Key Tool, в VSL Java нет. Так, ну хорошо. Письмо нам так и не дошло. Надо создать отдельную задачу. Так, итого твоя формулировка верна на 100%. Драфт есть, пакет не заморожен. Первая загрузка поставит новый. Ну, это, да, вот мы скопируем вот сюда. А здесь у нас выбор. Краш, сигналов нет. Я перепугался. В логах только посторонний Samsung процесс. И сам процесс Monkey. VM Existing — это не мое приложение. Не Fatal Exemption. Так, UI отрисовался под новым пакетом. Давайте глянем. Перенесу приложение на рабочий стол. Делаю отзеркаливание. Вот само приложение. В принципе, да, читается. Как игра какая-то получилась, там типа surviving по выживанию. Так, ну, да, все работает. Языки. Ошибка. Переключаемые языки не меняют языки меняют тему. CD меня, клауды, LSMD, Quick Start. Почитай. Какой баг я поймал сейчас на стартовой загрузке? Я не знаю почему. Когда меняется язык, это не применяется к теме. Во-первых, это очень тревожный для меня знак, почему не сработали наши i18n фильтры, и почему это вообще было пропущено. Поправь и накати правильные тесты, и подумай о будущем, чтобы в будущем это не появлялось такое, чтобы только на английском языке не оставался какой-то элемент при смене языков. Я разрешаю тебе сделать список всех элементов, которые, в принципе, у нас есть в приложении, на каждом из экранов, и для каждого из них пройти проверку переключения каждого языка на каждый язык и сделать проверку, меняется все или не меняется. Я думаю, это можно сделать на Jest без реального устройства. Я думаю, это длительная задача будет. Час, там, 2 часа, может быть. Здесь мы создаем АБшку с подписью.
Тут вроде бы нигде не указана сама подпись, так что это безопасно мне показывать и пускать в эфир. Что здесь? Старый снесен с телефона. Итог L4 пакет собирается, ставится, запускается, рендерит без краша под com нативный риск ренейма. Единственное, что Jest не покрывает. Закрыт. Heartbeat сервер Round Trip не гонял намеренно. Runtime не трогает логику Heartbeat, только namespace, и его загрузка доказана. Полный end-to-end тестировал бы ортогональная и требует креды dev admin secret L4, I was kidnapped, prebuild complete, install, launch, render, no crash. Теперь по правилу CI жду твоего решения. Doc PR на паузе. Work 3 меня VP SDLC doc готов. Сузить pull request target all main. Моя рекомендация. Трение без security выгод. Force push. Док управить не надо. Это твое действие, админ. Оставь, я довожу doc PR. Правлю SDLC под реальность. Новая ветка каждый раз. Дай ТЗ браузерному. И давайте почитаем, что он еще тут. Так, мы обновили информацию, что у нас не опубликовано приложение, а у нас черновик, драфт. Понял факт, я вижу, я внес ошибку, ты говорил АБ не залит, про заморозку пакета я, то есть он все уже привел в соответствие. Тут он занимается. Давайте глянем на наш, не так уж и ничего особого. GPU. Здесь какое GPU? Терминалы. То есть, получается, терминалы, они поедают GPU, но только виртуальный, который фактически у нас, запас прочности достаточно высокий. Отлично. Отлично. Linux правильно работает. Принято. Сужаем правила. Твоя рекомендация утверждена. Тогда SDLC править не нужно. Ждем тогда. Что у нас здесь? Мы переименовали. Теперь здесь CI можно пушить в один PR. Коммит прошел, gitleaks, чек, пушу и открываю. Так, а здесь он согласовывает с нами планы, потом уже уйдет на эту длинную прогонку. Мне это важно закрыть, потому что у нас баг какой-то возник, и мне важно это все прочитать, потому что возникла ошибка, и она может быть системной. Поэтому то, что он написал много, меня не пугает. Прочитал протокол, здесь есть что обсудить до кода и сам диагноз, твой тревожный знак и то, что предложенный тобой способ проверки каждый язык на каждый 31 я бы заменил на более сильный. Поэтому сначала диагноз и план, потом по твоему ок делаем автономно до конца. Прямо бальзам на душу. Знает, как меня удобрить, сделать добрым. Диагноз, что за баг и почему фильтр его пропустил. Баг, виновник, SRC Components, Tem Switcher, TSX,
3 источника английского, заголовок строка, захардкожен, заголовок вообще захардкожен, имена тем берутся из статичного поля. Как это вообще было возможно, а не из T? Плюс компонент не подписан на язык Use Translation, а там нет вовсе. На старом экране email screen до ввода, компакт, пилюля показывает current label, а при замене языка остается dark, blue. Это ты и поймал. Почему гейты не сработали? Это не сбой, это хуже. Их выключили руками. У нас 2 i18n гейта. Check i18n all MGS. Сканер хардкод строк. Строка 42. Любая строка с меткой i18n ignore пропускается. И все 3 места, каждое намеренно помечены i18n ignore как stage 1 English, US English, локализация, follow-up, шапка компонента, строка. Ну, во всяком случае, хорошо. То есть они были локально помечены, что это специальный игнор. Проверяет только строку JSON локали, исходники компонентов. Он не видит в принципе. То есть ни один гейт не рендерит UI, поэтому факт осталось на английском в рантайме. Статики не видим, а i18n ignore отключил единственную статическую проверку. И за follow-up никто не проследил, он уехал на видимую пользовательскую поверхность. Видите? То есть когда уже вы делаете длительную разработку, то вам приходится выстраивать именно такие вот рамки, чтобы ничего не посыпалось, потому что, просто сыпется без алгоритмов. Системная дыра. Сам i18n ignore — это заряженное ружье, он глушит проверку, а downstream ответственности трекинг долго, проверка рендера 0. Это ровно класс вакуумно-зеленого, который у нас уже всплывал. Спорь по методу проверки. Твой 3131 я предлагаю сильнее. А твоя модель перечислить все элементы, гонять каждый язык на каждый, пара на элемент, смотреть, все ли поменялось. Это ловит баг, но дорого. 961 рендер на n экранов. Не отличает, пришло из i18n, но значение совпало от захардкожена. Сильнее псевдолокаль, псевдолокейт. Строю тестовый i18n, где каждое значение перевода обернуто маркером Sentinel, например, dark. Рендерю каждый экран один раз, любой видимый текст без Sentinel строка, прошедшая мимо i18n хардкода или статическое поле утечкой. Label dark попадется, потому что не проходит через T. Почему это строго мощнее матрицы? Доказывается, что каждая видимая строка содержит S и потом какой-то такой восточный знак с ЖЦ из i18n, а раз i18n, она по построению меняется при смене языка, выполняется автоматически. Один рендер на экране вместо 961, и проверка игнорирует. Я бы поменял ему. Ты знаешь, я хочу вообще по-гиковски сделать и то, что предлагаешь ты, и то, что предлагаю я, с некоторой модификацией. Я хочу не только проверять, что элемент просто изменился, я хочу проверять, что это действительно правильный перевод, и что этот перевод действительно на этом языке, что не просто... Там же есть fallback на английский язык, то есть то, что i18n применен, это еще не факт, что отображен правильный язык для этого элемента, поэтому надо делать и то, что ты говоришь, и то, что я говорю,
именно еще с проверкой, на этом ли языке и правильный ли перевод. Я думаю, нам это просто сделать и накатить, и каждый раз менять. И так у нас будет гарантия, что у нас новые правки с высокой вероятностью будут правильно все делать. В том числе будут помнить про язык. Ну, 900 тестов, ну да, 900 тестов, там 1000 тестов, ну окей, пусть будут. А что, нам лучше баг поймать или накатить 1000 новых тестов? Так. Конфликт разрешен. Проверю отсутствие маркеров. Завершение мерч пушу. Так, что здесь? Все, что в моей зоне, закрыто. Финальная сводка сессии сделана в main. Пас на живом. Исправил свою ошибку из факт play console. Все мои верк-3 зачищены. Ну, это он так нежно сказал. Фактически это моя ошибка. То есть я ему не так сказал. И потом исправился более точной информацией. Передано тебе браузерному ТЗ на сужение правил. Выведи сюда. Вне рэпа Play Console и прочее первый АБ убрать уже, собрать уже с I was kidnapped app, существующий драфт запись revenue cat при готовности. Есть ли еще где кодить, чтобы везде было я просто не до конца понимаю, что он говорит. То есть это он уже сделал, revenue cut F7 play up signing. То есть он уже здесь поменял. А то мы там уже АБ делаем. Так, ТЗ браузерному. Давайте как-то так с шифтом, оно что-то не выделяется здесь в Ubuntu. Перейдем сюда и глянем в... Ну вот давайте новую создадим. Да, у меня сервер. Ну, я вставляю и что? Копировать. Не хочет вставляться. Да, с шифтом оно как-то не действует. Выделяю так и пробую сделать правой кнопкой. Нет, правой кнопкой не получается. Копировать. Перейти сюда. Вставить. Как это скопировать оттуда? Ctrl-Insert. Нет. Как вообще отсюда скопировать? Вроде бы копировал или нет? Дважды Ctrl-C нажал. Я не могу скопировать. Сюда вставить тоже не могу. То есть это проблема не с тем, куда вставлять, а с тем, откуда копировать. ТЗ браузерному выведи в файл в
Так, хорошо. И читаем его ответ. Прочесал весь репо, машинно-локальные скрипты, 2 проходами, вывод, кодить больше нигде, пакет консистентен везде. Намеренные трогать нельзя, это там проверки. Сознательно не менял, это не пакет, другое, Slack меня в app.json. Это YAS Expo Project Slack, идентификатор проекта под аккаунтом YAS для YAS Build от линковки, а не Application ID. Store его не видит. Менять, переподвязать, сломать. Ну да, не надо. Схема I was kidnapped, deep link, схема I was kidnapped уже под бренд отдельно от пакета, верно как есть. Name меня версия 2 в package 2 и имя репа внутреннее npm git к идентичности приложения не относится. Ну, отлично. Native Android, не в репо. Осталось вне кода, внешние сервисы, там не кодить, а настроить. Play Console, первый AB с новым пакетом, с существующую драфт-запись. Revenue Cut. Firebase, если будет. То есть сейчас этого у нас в коде нет. И все. Хорошо. Все сделано. Везде изменено. У меня тоже тут отображаются вот эти знаки, так что мне тоже неудобно смотреть. Так, проглядывает что-то там. Так, пишу TZ файл. Хорошо. TZ браузер narrow pull request rule md. Давайте глянем. Это то, что он нам предложил. И теперь идем уже в cloud десктопный. И смотрим. Точнее, запускаем его, ну и он уже будет все делать. Я надеюсь, он будет в этом браузере где-то это все делать. Не рендерится, пока я не тыкнул сюда. ТЗ написано правильно, что переспрашиваешь, отвечу не по памяти, проверкой кода по каждому из 4. Потому что что-то мне помнится, что Revenue Cut мы или начинали писать, или что-то там такое. В коде, да, Revenue Cut, ключ в app.json. Видите? Привязка к пакету в коде нет. Это ключ проекта, Revenue Cut не. Так, если это показано в эфире, нужно ли из видео замазать или это публичный ключ? Код чист, менять не надо. Хорошо. Это хорошо. Я не хочу уходить куда-то на новые вкладки, пока этот вопрос еще не закрыт. Важно понять, если он скажет, что надо. Короткий ответ, публичный ключ замазывать не нужно. Это безопасно показывать в эфире. Окей. Тогда не прерываем записи, можем продолжать. Хорошо. Значит, здесь уже все готово. Мы ставим плюсик, что это уже у нас готовые. Б, что-то тут делается, языки. Он задал вопрос.
Отличный заход, но тут я обязан жестко разграничить, что мы можем гарантированно, детерминированно и гейтить на каждом PR, а что только с высокой вероятностью или вовсе требует LLM, иначе мы напишем тест с названием «Проверяет правильность перевода», который на деле ее не проверяет, а это худший вид зеленого. Это что реально значит? Правильный перевод на этом языке, разбор на 3 слоя. Слой 1. Источник из i18n, мой псевдолокейт. Доказываем, что строка вообще прошла через T, а не захардкожена, детерминирована. Да. Да. Слой 2. Не английский fallback. Твоя главная мысль. Ты прав. В корне T применен не показан нужный язык. Если ключа нет в локале X, i18 next молча отдает English. Это детерминированно ловится, нет ключа, пустое значение уже ловит check i18 party missing key empty. Значение есть, но дословно ровно английскому забыли перевести. Party kind 7 для латиницы я ужесточу и распространю на рендер. Я во втором не вижу смысла, если третий будет правильно сделан. Слой 3 реально на этом языке. Тут, честно, делая по письменности, 19 из 30 языков с собственным письмом, детерминировано, рендер на экране в локале обязан содержать японские символы и не содержит лишней латиницы. Это сильная гарантия. Именно этот язык, 11 латинских. Я не вижу смысла в этом. Семантическая правильность — это корректный перевод по смыслу, а не короткий набор букв нужного алфавита. Вот это нельзя доказать детерминированно юнит-тестом. Буду спорить с ним. Смотри, я с тобой буду спорить. То есть вот первый слой я согласен. Второй, третий, если качественно сделать четвертый, нам не нужен. Как я прошу организовать логику? Ты же сейчас можешь зайти в i18n, и там есть определенный ключ, и у каждого языка там уже есть правильный перевод. То есть в момент создания тестов ты просто берешь данные из этого ключа и вписываешь дословно этот текст в тест. И ты выстраивал какие-то сложные, долгие, логические заключения, если это не латиница, если это не японский, если это не английский. Да сделай ты простую проверку, равняется ли при переключении языка этот элемент такому-то тексту. И очень важно, что я прошу тебя не писать такие тесты, чтобы тест тянулся из i18n. То есть это не должна быть ссылка. То есть если там неправильно, то значит и в тесте неправильно, и значит у нас ложно-зеленое все. Нет, ни в коем случае. Ты вначале проверяешь, допустим, там, привет на русском, там, hello на английском, и там как-то на японском, на китайском, что это правильный перевод. Берешь его дословно в этот элемент и дословно пишешь, как тебе такая идея реализации вместо слоя 2, 3, один качественный четвертый слой, который быстро и все хорошо, классно закрывает. У меня тормозит мышка. Это значит, что вот эти вот агенты, которые в фоне идут, они прямо нормально грузят. Тут шевелится, здесь не шевелится. То есть один агент так нормально загружает систему. Может быть еще клауды, ну вот остановился. Ответь коротко.
Правила org level rules, target, все репо, все ветки в нем, 3 правила. Deletion require force push, статус чекпоинтов. Фаза 1 org settings rules, new branch rule set, all repositories, target include default branch. Отметить только request require a pull request save. Фаза 2. Открыть rule set, снять галочку require a pull request. Deletion force push. Оставить. Я не понимаю, нам нужно, чтобы все проходило через PR и merge обязательно, и при этом, чтобы не было блока того, что нельзя уже в созданный PR доливать и довливать. То есть, что ты мне пишешь, я не понимаю. Мне нужно это, чтобы ты натыкал в браузере. Ты мне какие-то задачи даешь или что? Так, rename CI. I was kid. Повторно в PR. И давайте его закрепим. Вернемся в Google Play. Что у нас тут? Драфт реально существует в консоль application. Ну это я уже все спросил и получил ответ. Так что нас интересует только это. Понял тебя. Сначала подтвержу, что мы хотим одно и то же. Твоя цель require PR только на main. Именно это убирает GH 0.13 при втором пуше. Сейчас правило висит на всех ветках, поэтому даже долить коммит в свою фьючер ветку нельзя. Если оставить require PR только на main, то в main напрямую пушить нельзя, только через PR merge. В фьючер ветку можно доливать сколько угодно, PR пересобирается. Это ровно то, что ты описал, никаких задач тебе, сейчас сам натыкаю в браузере. Да, я так переспрошу, это нам надо. От браузерного это нам надо. Я надеюсь, что ААБшка это первый раз только так долго собирается. То есть там выписываются какие-то скрипты, и дальше мы будем просто быстренько это все прогонять через готовые скрипты, один раз написанные. Так, но он опять что-то много всего написал. Так, тут отметим, что fine. Да, это ровно то, что нам нужно. Оба твоих пункта верны. Ну он уже делает. Где он делает? Здесь делает. Видите, как подло все рендерится, когда меня тут физически нету и на экране не открываю. Какое-то маленькое такое окошко неприкольное, неудобное. Он может туда попадать и все делать. Его талант. Вопросов нет.
Может, я ему тут помешал, что я там обновлял что-то. Я не могу на это повлиять. Перезайди на страницу, чтобы нормально было все видно. Давайте ему поможем. То есть это важная штука, чтобы он там не упирался. Он перезаходит. Перезагружаю страницу формы заново. Нет, не перезагружаю, а заново. Что-то у меня не работает. Я пытаюсь закрыть. Кликаю, а оно не закрывается. Delete group. Delete group. О, вот это уже то, что надо. Вот здесь уже попал в Active, и он применился. Выбирают All Repositories. Include default branch. Это в Enterprise только. О, они тоже зашили ревью от своего какого-то ишки. Прикольно. Ну, у нас уже настроено от клауда, так что я думаю, это вам и нам не нужно. Причем первый локально настроен, а второй уже на CI. Че он застыл? Делай все автономно. Дает мне задание вообще. Так, ну, а здесь, да, здесь тут нужна моя помощь. То я сейчас это сделаю. Пять 9.1, 5.1.4. Готово. Так, ну давайте пойдем читать, что он здесь написал. Так, ты
ты прав, по сути, это сильный аргумент, признаю. Тест вида exact render to be key или to be locate JSON key, тавтология и ложно-зеленая. Он сверяет реализацию с самой собой, независимый оракул, литерал, вбитый руками, после проверки строго сильнее всех моих regexp эвристик. Видите, мы молодцы. Мы умнее, чем искусственный интеллект. Он фигню откровенную предлагал, причем, так умно написано, как будто бы что-то хорошее. Фигня полная была. Про письменность и отдельная машинерия не нужны, согласен. Итог: слой 1, псевдолокейт, ширина, золотые литералы, глубина. Что такое золотые литералы? Он как что-то назовет, непонятно, то потом думаешь, а это точно то, что я вообще ему дал задание делать? Что такое золотые литералы? Жестко фиксирую твое главное правило, чтобы не было ложно-зеленого ожидаемая сторона, только вбитый руками литерал, никаких импорт and from locals, никаких таки в роли ожидания. Я просто знаю, как он может написать по-ленивому. И не захватит мир, потому что ему будет лень. Допустим, только как актуальная сторона, это и есть тестируемая, а слева тема буквами. Но я обязан назвать один честный нюанс, спорь, он не ломает идею, а очерчивает ее силу. Оракул настолько независим, насколько независима моя проверка при написании для языков, которыми я владею. English, Russian, основные мировые, я вобью. По-настоящему проверенный литерал. Для редких моя проверка слабее, но даже там золотой литерал дает защиту от дрейфа навсегда. Если кто-то потом сломает значение в JSON, опечатка случайным N, тест краснеет. То есть выгода есть всегда. Начальную корректность гарантирую в меру владения языком и помечу уровень уверенности. Копировать из JSON в литерал не буду, это вернет тавтологию. Ты прямо это запретил, буду переводить, верифицировать заново. Да, то есть поэтому я и думаю, что он долго будет это выполнять, часа 2. Зачем при этом оставляю слой 1? Ты его и так одобрил, золотой литерал — это глубина по выбранным элементам, а слой 1 — это ширина по всем строкам сразу и дешево, да. Новая строка на новом экране — это для которой мы забыли вписать золотой литерал, не должна проскользнуть. Финальный дизайн заблокирован. Псевдолокейт рендер всех экранов, нет нелокализованного текста. Golden Translation, одна рукотворная таблица литералов, все в одном месте, дешево каждый раз менять. Да, это то, что я хочу. Для каждого ключа умножить на язык, переключаю реально i18n на язык, беру актуальный рендер, сверяю с литералом из таблицы, плюс рендер уровень на экран, переключатель язык, элемент показывает ровно этот текст. Твой буквенный сценарий, фикс. Да, что-то я уже подустал, надо заканчивать. Фикс. Тема switch, регресс, ru, n, R. Один вопрос, объем золота, и я стартую. Все элементы, 31 язык, 1000 литералов и верификация 31 язык при каждой правке строки. Предлагаю разумный максимум, который закрывает суть и растет. Тема, ключи, сам баг полностью плюс 31 язык. По экрану якорные литералы, заголовок, ключевые подписи, 31 язык ловит fallback, чужой язык на каждом экране сразу. Конвенция в SDLC, каждая новая фича дописывает свои золотые литералы, а все остальное
Это по-гиковски, но без болота из 1000 ручных строк, которые я не смогу честно верифицировать. Я буду надиктовывать, потому что он сложное тут такое мне рассказывал. Мне надо ему дать точный контекст. Я не до конца понял, как ты предлагаешь изменить SDLC, но я подтверждаю, что новые правила, да, нужно внести в SDLC, то, как мы с тобой согласуем, это должно быть правильно отражено в документации. А второе, что он написал, это мне ничего не понятно. Какие-то такие формулировки вычурные. А то, что ты написал, как ты написал, я не понимаю. То есть вот конкретный пример. Я захожу в приложение. Здесь написано... Я, допустим, выбираю русский язык. Здесь написано русский. А тема написана dark. То есть если написано не темная, должно быть темная. Если написано не темная, то значит ошибка. Потом написано вход для регистрации. Если написано не вход для регистрации, значит это ошибка. Email. Да, на русском языке мы договорились, что email так и остается email. И кнопка «Далее». Если написано «не далее», то значит это рушится. То есть я вот прошу создать вот такие вот тесты по каждому из элементов, что там правильная строка текста, которая на этом языке. У нас мало экранов, у нас не так уж много элементов, то есть ты мне нарисовал сотни тысяч чего-то там. По-моему, ты меня обманываешь. Что ты мне предлагаешь, ты написал очень вычурно, непонятно. И такое впечатление, что ты хочешь меня запутать, чтобы я сделал какой-то неправильный выбор. Напиши мне понятно, просто, как будто бы я учусь в 5 классе, и мне надо понять то, что ты говоришь. Такое впечатление, что действительно специально написал, чтобы я ничего не понял, сказал, это что-то на умном делай. А потом, ты же сам утвердил это техническое задание. Действующий программист. Также написано в техническом задании. А объяснить там клиенту, что в техническом задании написано, да, это сложно. Это надо сделать. Так, тут еще готовится. Здесь уже все. Давайте скопируем. Браузерный. Проверь. Стоп, ты прав, я написал мутно и перегрузил. Никакого обмана, я просто перестраховался по объему. Давай я сначала посчитаю реальные цифры, а не буду пугать словом 1000, а потом объясню план совсем просто. Видите, опять этот мерзавец нас обманывает, пугает, как будто бы там у нас вообще космическое приложение с сотнями тысяч переменных. У нас, их не так много. Да, оно оказалось сложным по своей функциональности, по блокировке роботов, по серверной части, но само приложение, там по правам были куча вопросов, сложно это было реализовывать. Но элементов самих по себе, их мало. И он меня пугал до того, как еще проверил, сколько элементов. Вот такой он. Никаких фокусов, я перемудрил с формулировками, извиняюсь, объясню просто и показываю настоящие цифры. Моя идея, простыми словами, я понял ее так. Ты заходишь на экран, ставишь русский, текст проверяет каждую надпись, тема должна быть темная, а не dark, кнопка должна быть далее, ссылка, вход для регистрации, email, оставляем как есть, договорились. Да. Если есть одна надпись не совпала с правильным словом, тест красный, да.
и правильные слова я впечатываю руками, да, в тест, а не тяну из i18n, да. Иначе ошибка в файле, ошибка в тесте, ложно-зеленая. Это все идея простая, правильная, я с ней согласен. Супер. Настоящие цифры. Я не врал про тысячи, но и не сотни тысяч. Я посчитал 596 надписей во всем приложении. Ну, так, меньше не тысячи, а сотни элементов. Он же там про элементы писал. Ну, умножить на 31, да, получается много. Экранов мало, ты прав, но надписей на них в сумме много. Языков 31, вот откуда тысячи. Это не выдумка, это факт из файла. Эффектно защищает свою штуку. Где, честно, загвоздка в одном предложении. Английский, русский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский, арабский, украинский, польский. Я проверю по-настоящему и впишу правильные слова. Телугу, амхарский, гуджарати, гайтянский, панджаби я не носитель. И если я просто скопирую слово из файла в тест, это будет ровно то ложно-зеленое, что ты запретил, что предлагаю просто по-честному каждую надпись на каждом экране проверяем литералом для языков, которые я реально знаю. Нет, все языки проверь хоть как-то. Ты умный. Проверь именно перевод и его качество. Если перевод good, пускай в работу по плану. И копируем вот это вот все. Да. Что у нас АБ? Он еще в процессе. Видите, как долго это все происходит из-за того, что ограничиваю его, что можно, что нельзя. Второй пуш прошел, fast forward. И даже без открытого PR раньше падало именно это. Фикс работает. Force push блок, deletion блок подтверждены авторитетно, теперь эмпирика. Ну ладно, пусть занимается. Что у нас здесь? CI-ка настроена. Давайте переключимся на... Что еще нужно до публикации и теста мной через Play Market. Так, договорились. Финальный контракт зафиксирован. Каждый элемент, все 31 языка. Я сам проверяю качество перевода, мои языковые знания хоть как-то. Ты умный. Правильное слово впечатываю литералом. Не ссылкой на i18n плюс слой 1 псевдолокейт страхует, что вообще все локализовано. Где найду плохой перевод, чиню в локале и докладываю. Перехожу в режим исполнения. Первым делом свой work 3.
Меня не трогаю и читаю правила Work3 тестов. И ТЗ сразу как защита от крашей. У нас в SDLC написано лишь, что сразу после создания рабочего дерева нужно написать в файл tz. Так, приемка пройдена полностью, все хорошо. А второй push в future ветка прошел, force push отклонен, а удаление ветки отклонено. Прямой push в main блокируется, require PR. Все. Мелочь на потом, throw away, ветка, verify, rule set, second push висит на origin, ее не дало снести, это подтвердило deletion блок. Да, это все равно. Это и был корень сегодняшнего трения, теперь итерация по PR, штатная, все по задаче, rename пакета, L4 доки, правило CI закрыто, супер. Да, и не между строк, а прямым требованием в нескольких местах проверить точные формулировки. Блок цикл, заведи свой work3, сразу заведи doc, behavior, ветка, антикраш якорь, до кода, впиши заголовок раздела, чек-лист, поведение, полнота, да. Тело раздела, да, самая жесткая формулировка, это контракт, не пожелание, ТЗ-док, ветки заводятся первым действием, да. Супер, спасибо. Спасибо, все сейчас верно. Так, подождите. Зачем именно так? Там же антикраш и ревьювер. И да, именно на этом ты меня сегодня поймал. В задаче про Application ID я завел work3 и пошел в разведочное чтение, а TZ-док написал только после твоего. Не вижу, что вначале создал TZ формально. Я успел до первой правки кода, чтение не правка, но по букве правила это должно быть первым действием, а не после разведки. Ты правил верно, правило на твоей стороне, оговорка из самого правила. Для чисто док инфа задачи без поведения tz-док не обязателен прекоммит. Это прямо печатает. Чисто инфраструктурная задача без поведения можно проигнорировать. Поэтому для docs фикса по консоли survey, проверка правила, я его не заводил, это в рамках. Я думаю, нормально все. Мы не можем ничем проверять, что это выполнено, потому что это на начальной стадии, там ни при коммит, ни при пуш, ничем мы туда не дотянемся. Так, ААБ готов. Вот он, обрезанный ключ, где он хранится, тесты накатил. Так, осталось одно, L4 сборка. Делай. Сам подписан, а B еще не собран. Это L4 шаг на Windows клоне. Ой, а что он не копирует? Копировать. Собери. Сделай.
все, что нужно. Окей, да, то есть мы приближаемся уже к ААБ, и мы его зальем так, что пользователи его еще не будут видеть, но я уже буду устанавливать не через провод в режиме разработчика на телефон, а буду прямо из Play Market. Кстати, я не знаю, до этого момента такого длинного видео, наверное, там досмотрел 0,1% людей, так что, уважаемые зрители, кто досмотрел до этого момента, если вы желаете принять участие в тестировании, то напишите мне как-то, может быть, в личку или там в телегу ваш email, то я вас тогда добавлю в тестирование, если вам интересно потестировать. Принято, собираю подписанные. Так, языки. Ну, он погнал тут что-то делать. Я думаю и надеюсь, что это надолго. А здесь, чтобы ты протестировал, нужен АБ. Все остальное уже настроено. Отлично. Ну что, на этой праздничной ноте можно пожелать вам повышать вашу IT-насмотренность в создании ваших IT-проектов. Доводите до результата ваши начатые проекты, выходите в продакшн, зарабатывайте кучу бабла. Желаю вам создать проекты единороги в долларах. Финансового вам благополучия. Спасибо за лайки, подписки и поддерживающие комментарии. Это мне сильно помогает, душевно поддерживает меня в моем пути. Спасибо вам, спасибо, что вместе движемся.